представить Панюшкина Андрея Викторовича. Я его знаю как человека так вот действительно неравнодушного, сосед у нас по улице он. Ранее я думала, что наша улица засыпается, грейдируется силами нашей администрации. А оказалось, что это вот Панюшкин у нас там носится, он там требует чего-то, пишет письма, сам с лопатой кидает гравий, как я однажды ехала и увидела его с этой лопатой. То есть, ну вот, наверное, вот такие люди должны идти в депутаты. Они должны там быть, хотя бы, чтобы вот именно своим неравнодушием не допустить вот тех вещей, о которых Татьяна Геннадьевна говорит. Вот расскажите вы, что вы хотите здесь, что вы хотите, придя в депутат, добиться прежде всего. Спасибо, Наталья Николаевна, за теплые слова, за то, что вы видите, как я уже 4 года абсолютно на общественных началах, как простой гражданин, житель этого города, занимаюсь благоустройством своего района. Действительно, я просто не могу остаться в стороне, когда я видел в середине 2000-х, в начале 10-х, на улице нашей, где мы живем, на улице Титова, был асфальт. И я предполагал, когда начал строить здесь дом, во многом своими силами, что улица будет развиваться, что будет идти дальше коммуникации, жители активно застраивают этот район. Но там есть и коренные жители Горячего Ключа, очень много бабушек, инвалидов в том числе. И у меня были мысли, что город в этом районе будет развивать инфраструктуру, соответственно, жизнь будет более комфортной. Но, к моему удивлению, оказалось, что вместо развития наш район, наши улицы деградируют, асфальт не чинится, он исчезает, потом нам сказали, что его вообще никогда там не было, хотя он там до сих пор есть. Жители за свой счет, вот как мы в этом году и в предыдущие годы, мы за свой счет построили практически все коммуникации. Мы построили в этом году сами канализацию, мы сами отсыпаем улицы, сами делаем ливневки, в том числе покупали в этом году трубы, закладывали их под дороги. Потому что мы понимаем, в отличие от администрации, что без отведения воды любая подсыпка, которую делаем мы и администрация какие-то выделяет объемы, это все ямочный так называемый ремонт, неэффективный. На горных улицах при нашем объеме осадков это все смывается. То есть по сути мы сыпем, это все утекает в ливневку, ливневка забивается, ее никто не чистит, потому что администрация не обращает на это внимания или у них другие приоритеты. И, соответственно, ливневка забита еще больше, заливает улицы, замкнутый круг, который надо разорвать. Я просто потому, что мне доверяют соседи, 4 года обращался к действующим депутатам разных уровней, к администрации, пытался донести до них мысль, что нужно системно построить работу, сделать проект на капитальное благоустройство. Жители, в том числе и по этому новому проекту, могли бы принять участие в благоустройстве, что-то делать своими силами, но нам нужен руководящий документ, который бы объединил всех жителей. По этому документу, по этому же проекту, администрация, как в прошлом году нам официально сказал глава города и его заместитель, могла бы получить краевое софинансирование. И наконец-то бы решился вопрос, что нет денег на то, чтобы делать капитальный ремонт. Сделайте проект, он стоит небольших денег. И тогда по проекту получите краевое софинансирование, хотя бы частями, может быть не в один год, но улицу сделать, как она была, в асфальтовом исполнении. Не только улицу Титова, не только улицу Ольховую, но и параллельно улицу Березовую. Потом начать благоустраивать пересекающие их улицы. Для того, чтобы жители нашего района имели возможность не на карачках, бабушки особенно с палочками, не на карачках взбираться в гору, когда, допустим, зимой это все превращается в каток, а нормально могла бы даже скорость заехать. Ну, это уже как бы прекрасное будущее, которое когда-то должно наступить. Нам же отвечают, что
нет, нет многоквартирных домов, нет социальной инфраструктуры, соцобъектов, и поэтому ничего не надо делать. У вас другие приоритеты. Мое простое логичное понимание: если у тебя на улице, на горе нету ни аптеки, ни больницы, садик находится в центре горячего ключа, куда нужно отвезти ребенка, а иногда это многодетные семьи, которые коляски, кто-то в руке и на руках, когда нужно в школу в третью перейти через ель, а там все размыто, и ветки не обрезаны, там просто страшно ходить. Дети ходят утром в темноте, возвращаются во вторую смену, 8-летние дети из 2 класса возвращаются тоже в темноте. И вот при такой ситуации, когда на горе по сути нет никакой инфраструктуры для жизни, нам говорят, что раз ее нет, значит и не надо, чтобы она была, то есть не нужно, чтобы был асфальт. Все. Но основная мысль, почему я иду в депутаты, потому что я хочу понять, откуда взялась фраза «нет денег». Я хочу в этом разобраться. Мое образование позволяет мне это сделать как специалист именно в муниципальном самоуправлении. И расставить приоритеты в пользу людей, в пользу власти. Власть — это люди, администрация — это муниципальные служащие, мы их нанимаем, чтобы они нам обеспечивали комфортную жизнь. И я, как представитель народа, хочу разобраться, почему приоритеты действующей администрации расставлены не в пользу людей. Вот это моя основная цель. Спасибо. Спасибо. У нас, к сожалению, в городе есть какие-то советы при главе общественные, но у них нет общественников. Были советы созданы и предыдущим главой города Федоровским, и совет этот исчез куда-то. Дело в том, что я состою в совете при главе. Да. Меня туда включили. Да. И По правам человека, да? Последний совет при главе у нас был, когда был Иван Алексеевич Федоровский. После этого вот как пришел... Это как раз показывает, как относится к правам человека и к представителям общественности. Совет формально существует, но работы его нет. Уже 2 года нету работы этого совета. Даже нет самого совета. Вот если раньше собирали, там что-то глава рассказывал, что-то пытался для того, чтобы... Совет был для чего создан? Для того, чтобы мы передавали, могли рассказать нашим жителям о тех планах, о той работе, которая... Чтобы была обратная связь, да. С 18 года, с октября 18 года совет при главе ни разу не собирался. Отлично, это показывает о том, как сейчас обратная связь работает от администрации. Что я хочу вам сказать, что председатели ТОС, и вот вы говорите, что у нас люди должны самоорганизовываться, должен организовать председатель ТОС. У нас очень хороший ТОС, у нас есть группы, у нас люди в группах общаются, как добрые соседи. Между нашими ТОСами есть еще группы, которые мы тоже туда-сюда, мы ходим из одной группы в другую, чтобы посмотреть, какое отношение. Но это буквально у нас наша развилка. Не могу согласиться, что председатель ТОСа должен быть наверху этой пирамиды. Люди должны говорить: нам нужно, чтобы вы делали вот это, вот это, вот это. И если председатель не делает, то, извините, Татьяна, значит, соответственно, надо менять председателя, надо менять состав совета ТОСа, и должны быть там те люди, которые действительно активны будут, совершенно согласен. И которые болеют. И не надо сидеть и ждать, когда председатель по естественным причинам перестанет быть председателем, и потом избирать. Не нравится председатель, не нравится депутат, отзывайте, меняйте. Понятно. Ну, у нас еще есть несколько вопросов тоже от членов нашего общественного движения. Мы собрались все вместе, чтобы вам эти вопросы как раз и задать. Будьте добры, Андрей. Ну вот, я уже понял, что обратная связь от одного депутата, по крайней мере, у нас будет. От 2 точно. От 2, да. Почему вы исключаете? Я готов свои инструменты отдать как профессиональный компьютерщик, как специалист именно в информационных технологиях. Я готов эти инструменты предложить моим коллегам
депутатам, будущим депутатам от народа. И эти инструменты прекрасно масштабируются. Мы такой опыт уже здесь делаем в нашем округе. Мы сделали телеграм-канал для 26-го ТОСа, для 31-го ТОСа, для 12-го ТОСа. То есть граждане уже сейчас, без всяких депутатств, могут пользоваться этими инструментами. Я своим соратникам готов дать эти инструменты, подсказать, как ими пользоваться, для того, чтобы все граждане нашего города могли тут же давать обратную связь, а депутат мог отчитываться легко и просто. Не, потому что это очень актуально, действительно. То есть люди, когда, значит, их избирают, они встречаются со своими депутатами, говорят, вот мы будем делать то-то, то-то, то-то. Потом, когда выборы проходят, Они пропадают. никто никого не видит. Ну да, согласен. То есть я говорю, я тоже был на встрече с депутатами, действующими в том числе, и я их видел впервые за 5 лет. Ну и не только. Я действующего депутата вижу часто, потому что я часто к нему прихожу со своими просьбами, я общаюсь с его помощниками, я настаиваю, но очень нечасто я получаю быструю и полноценную обратную связь. Мы написали запрос в середине июня на главу совета, на действующего депутата, и только вчера, в конце августа, я получил ответ на этот запрос. Где оперативность? Может быть, ситуация вообще поменялась кардинальным образом? Но вот так сейчас это работает. Я думаю, с помощью какой-то элементарной мессенджера типа WhatsApp можно было бы этот ответ получить в течение пары дней. Мы в очень динамичном мире живем. Все меняется, дорога у нас разрушается с каждым ливнем. Вот у меня к вам вопрос. Не получится ли, что вы только для себя будете работать, будучи депутатом? То есть свою дорогу, свой микрорайон, вот только вот улицы ваши, а остальные, они не будут обделены вашим вниманием? Наталья Николаевна, на своем ТОСе, на своей горе, я просто уже за предыдущие 4 года отработал механизмы. Во-первых, я научился, я выяснил, как обстоят дела с коммунальными сетями, как обстоят дела с капитальным благоустройством улиц, с освещением. Многие проблемы решил. К своим заслугам я должен сказать, что я провернул механизм, сделал оптическую линию связи на свою гору. И вот эти готовые рецепты, я проехался по всему округу, посмотрел от и до, почти весь мой округ находится на горках, то есть похожая ситуация. И вот эти готовые рецепты, которые я на своей горе уже отработал, знаю, как обстоит дело с ними, я готов размножать и на соседние, по всему району, на соседние улицы. Допустим, есть острая проблема с улицами в районе 3-й школы. И только во время встреч с избирателями я выслушал столько наказов, столько жалоб, столько проблем, не откладывая в долгий ящик. Я на этой неделе, на прошлой неделе написал от имени жителей соседнего района, моих будущих избирателей, очень много обращений и в администрацию, и в ГИБДД, и в краевые министерства по вопросам освещения вокруг 3-й школы, по вопросам обеспечения безопасности.